Здравствуйте, мои уважаемые зрители! С вами Ольга Демчук, исследователь внутреннего мира личности. Я читала ваши комментарии после прошлого ролика. Кто-то был шокирован, что я в пленке, кто-то удивлен. У всех были какие-то эмоции. Но я это делаю сознательно для того, чтобы вы включились и более концентрированно смотрели на мои видео с той информацией, которой хочу с вами поделиться. Я сегодня тоже не с пустыми руками, я сегодня пришла с черной и белой коробочкой. Можете проверить свою интуицию, что уже там внутри лежит, что в черной, а что в белой. И тема сегодняшней нашей вины, может быть, она вам поможет догадаться, что там, это чувство вины. Как вы видите, многие проблемы из детства, но не так из детства, как вы привыкли это слышать. Вот предъявление претензий, создание чувства вины с самого младенчества. Для этого нам с вами надо представить, а тот, кто не может представить, может понаблюдать. Я принесла сегодня человечка, и он будет моего традиционного человечка, и он сегодня будет символизировать младенца. Я его сейчас аккуратненько запеленаю, и он будет у нас маленьким ребеночком, который только что родился. Вот представьте, младенец лежит, и у него возникают какие-то потребности. Он не может их удовлетворить. Мы с вами в прошлом видео, помните, это обсуждали. И он может только ждать. Но когда появляется значимый объект, это как вторая серия того видео «100 пятниц», когда появляется объект, он каким-то образом должен сообщить ему о том, что его потребности не удовлетворены. И так как младенец точно понимает, что его удовольствие находится у другого, его удовлетворенность у другого, значит, это другой виноват, и другой несет ответственность за то, что я не обладаю желаемым, и за то, что я испытываю боль. То есть здесь нету вообще опции, возможности помыслить, как мне самому это сделать. Я могу только ждать, как мы говорили в прошлом видео, или влиять. Вот каким образом детеныш животного сообщает матери о том, что он чего-то хочет. Он скулит, он тыкается мордочкой в мамину грудь. У него лицо, точнее мордочка, полная страданий. Также и ребенок. У него на лице страдания, и помимо этого есть еще возможность проецировать в мать свою боль. Я думаю, что каждый из вас может вспомнить свое состояние, когда другой человек что-то от вас хотел, а вы не могли ему это дать. То есть человек как будто делится болью, он сообщает абсолютно невербально: ты мне делаешь больно, ты мне не даешь желаемое. И этим навыком мы с вами все обладали в детстве. Младенец таким образом, создавая у матери вот это чувство вины, побуждает ее к тому, чтобы она избавила его от боли. И даже потом, когда уже человек вырастает и из младенца становится взрослым, он помимо воли пользуется этим. И это настолько автоматически, настолько привычный механизм, что он самим человеком не узнается. Вот давайте поэкспериментируем с вами. Я буду играть, так что не пугайтесь. Это вы, именно вы виноваты в том, что у меня мало лайков и мало подписчиков. Это ваша вина. Вот попробуйте осознать, поиграйте со мной в эту игру, попробуйте осознать, что с вами внутри происходит, когда я конкретно озвучиваю, потому что многие люди так думают, но не говорят это вслух. Итак, это вы виноваты в том, что у меня мало подписчиков. Вы не распространяете моё видео, и поэтому
люди не приходят и не подписываются. То есть, когда я обвиняю, я нахожусь в комфортном состоянии. Но человеку, которому я предъявляю эту претензию, уже некомфортно. И он от этой претензии начинает испытывать ряд чувств. И фактически у нас с вами два чувства, два основных чувства. Это когда я начинаю испытывать вину, чувство вины у меня есть, или же напротив я начинаю испытывать злость. Вот когда нас кто-то в чем-то обвиняет, мы с вами скатываемся или в вину, или в злость. И это во многом, то, что мы будем испытывать, во многом зависит от того, кто это с нами делает и в каком мы состоянии находимся. То есть если это человек, на которого нельзя злиться по каким-то причинам, мы зависим, то мы можем перейти в вину. А если человек не такой страшный для нас, то мы можем испытывать злость. Ну, кто-то чаще испытывает вину или злость. Вот что вы испытали? Можете написать в комментариях. Я испытала чувство вины или я испытала на вас злость. И вот этим чувством вины, видите, я как будто вас побуждаю сделать определенные действия, которые дадут мне желаемое. И вот эта привычка предъявлять претензию кому-то извне, обвиняя его ответственным за мою неудовлетворенность, она играет с нами злую шутку. Мы точно так же начинаем предъявлять претензии к себе. То есть мы с собой в диалоге точно так же себя ведем. Мы предъявляем себе претензию, мы себя обвиняем. Давайте еще больше расширим это понятие. Вот давайте представим, что этот человечек, детеныш, который хочет от матери больше молока. А мама, пускай будет волчица, которая родила волчонка в дикой природе. И мама зависит от добычи. Допустим, мать-одиночка, она растит волчат одна, папы нету, которые приносят добычу. И вот она без молока, она пустая, у нее сил охотиться нету, она не смогла себе добыть пропитание, и молока нет, она пустая. Но волчата продолжают требовать от нее, создавая у нее чувство вины. То есть волчонок, он не понимает, что охота неудачная, что покормить волчицу некому, что она мало того, что изможденная волчатами, она еще изможденная этим поиском пропитания, и плюс еще она наполнена вот этой болью, которую транслируют ей волчата. И когда я вам рассказываю эту историю, то как бы жалко и волчат, и волчицу, потому что она тоже не виновата, она сделала все, что она могла для того, чтобы ее детеныши были сыты. Но она не смогла. И волчонок, который требует молоко, он не думает о возможностях матери. У него есть его голод, у него есть его «хочу», и этот запрос обращен к матери. Дай то, что я хочу, мне больно. И когда мы младенцами обращаемся к опекающему нас взрослому с какой-то просьбой немой, то он тоже может это дать, а может и не дать, находиться сам в определенном эмоциональном состоянии. А сейчас давайте с вами еще пойдем глубже. Представьте, что эта волчица – это вы, а волчонок – это ваше «хочу». И вот это немое требование с транслированием боли вы предъявляете себе. То есть фактически, если я нахожусь в этом младенческом паттерне, то тогда я эту претензию могу предъявить или своему опекающему взрослому, или самому себе. Потому что я так
привыкла, у меня нету других опций. То есть, видите, если мы не выходим из этого младенческого паттерна, мы его не узнаем предъявление претензий, то тогда мы точно так же эмоционально обрушиваемся на себя, и у нас создается, и у нас мы терпим как бы два чувства. Первое – это боль неудовлетворенности, а второе – это чувство вины за то, что я не могу дать себе желаемое. Поэтому у нас и возникает желание найти кого-то виноватого вовне. Итак, в черной коробочке черный кот, а в белой коробочке белый кот. Смотрите, что происходит. То есть, например, я начинаю интересоваться психологией. Я понимаю, что у меня что-то не так в жизни. И мне вообще непонятно, что со мной. И чаще всего, родители тоже не обучены были брать на себя часть ответственности за происходящее. И поэтому многие приходят в исследование внутреннего мира с собственной виноватостью. И получается, что они этот черный котик, который виноват. И если я не мыслю о том, как мне получить желаемое, а занимаюсь только чувством вины, то я, вот то, что я называю, находиться в саркофаге. Я себя атакую, но ничего не меняется. С таким же успехом в этот саркофаг я могу положить родителей. То есть человек приходит в психологию, узнает, что это родители виноваты, и делает их черным котом и начинает атаковать их. Теперь давайте вспомним про мою претензию вам про лайки. Смотрите, я вам предъявила претензию про то, что о том, что у меня мало подписчиков и мало лайков. От того, что я вам предъявляю претензию, скажите, это никак не повлияет на количество подписчиков или лайков. То есть даже если вы распространите среди своих знакомых, это все равно будет небольшое количество. То есть фактически я должна снимать такое качественное видео, которое будет интересно многим. Здесь я выхожу в позицию, что я могу сделать, исходя из своих возможностей. А если я начинаю обвинять вас, упаковывать вас в эту черную коробочку, делать ответственными за отсутствие у меня подписчиков и лайков, или же я начинаю делать себя виноватой, это я виновата, то я ничего не меняю. То есть я трачу много сил и переживаю много эмоций, но фактически на мое блогерство это не влияет. Вот точно так же и в жизни. То есть мы можем предъявлять претензии, и от этих претензий будет чувствовать другой человек виноватость или злость. И он может даже, например, я предъявляю мужу претензии в том, что он мало зарабатывает. Он чувствует вину, чувствует злость, и на наши отношения это каким-то образом начинает влиять. Но, несомненно, да, надо говорить про свои претензии, точнее, про свое недовольство, но не как про претензии. Например, я вам говорю, у меня недостаточно, я бы хотела больше лайков и больше подписчиков, и я прошу вас способствовать в этом. Когда я учитываю ваши возможности, я вас не перегружаю, и я предлагаю вам самим выбрать или не выбрать, помочь мне в этом или нет. То есть я сохраняю с вами хорошие отношения, и это звучит как просьба. Это действительно мне надо. Но если я буду с вами общаться претензиями, я разорву этот контакт, вы потерпите какое-то время и потом уйдете. То есть, видите, предъявление претензий, оно не только оно опасно в контакте с другим, и в первую очередь оно опасно в контакте с самим собой. То есть фактически человек не может обнаружить себя реального. Вот мы много говорим, понять, какой реальный, понять свои возможности. Но если человек обнаруживает себя реального, то он обнаруживает себя как виноватого.
То есть помимо того, что нам надо понимать факты про себя, анализировать свою жизнь, нам надо избавиться от этого претенциозного отношения с чувством вины. Допустим, моя жизнь меня не устраивает. Я могу обвинять кого-то. Могу обвинять родителей, могу обвинять себя, могу обвинять внешнее пространство. И от этого я становлюсь белым котиком. То есть, если я обвиняю кого-то другого, то тогда я белый котик, который ни в чем не виноват, а черный котик – это тот, кто виноват. Жизнь моя не меняется, хотя я белая, я избавилась от этой плохости. Но для того, чтобы моя жизнь поменялась, мне надо что-то делать. А что делать? Я прошу прощения, может быть звуки посторонние, у нас соседи делают ремонт, поэтому может какой-то звук мешать. А что делать? Я не могу об этом помыслить, потому что если начинаю обращать внимание на себя, то я обращаю внимание на себя как на виноватого. И из-за этого, вот представьте, в каком узком пространстве я живу. Как мне невыносимо тяжело, когда я начинаю мыслить о своей неудовлетворенности, я начинаю мыслить как о себе плохом, я атакую себя аутоагрессией, и я выбираю не хотеть, но лишь бы только себя не атаковать. Или же я пытаюсь помыслить о том, что я хочу, но моя нагрузка к себе или требование к себе, как у голодного волчонка, к той волчице, которая не может добыть еду. То есть я не соизмеряю свои потребности, и поэтому атака на себя такая интенсивная, что я не выдерживаю это и не могу планировать удовлетворение своих потребностей. Вот такое видео. Пишите ваши впечатления и пишите, получается ли у вас говорить с собой без предъявления претензий и без чувства вины. Попробуйте подумать о том, что вас в себе не устраивает, но подумать об этом не с точки зрения «кто виноват» или «я в этом виноват», а подумать с точки зрения, что сейчас такие обстоятельства, сейчас такой фактаж, что я могу, исходя из этого, сделать. Без обвинений, без претензий и без плохости. И напишите примеры этого рассуждения, примеры, где вы уже общаетесь с собой без этого. Это хорошее упражнение, потому что как только мы перестаем предъявлять себе претензии, нам легче становится говорить с другими, потому что нам не надо притворяться, сдерживать себя, чтобы эта претензия не вылетела. Мы начинаем более конструктивно выстраивать диалог с другими людьми. Ну что, я завершаю. Напоминаю, что 24 января начинается проект, который я провожу впервые, Connect 2, где мы будем проводить живые аналитические сессии, участники между собой, я с участниками, и потом это будем все анализировать. Так что, если интересно, приходите. Я прощаюсь, до встречи.